10-я. Это школа, шикарная, красивая школа. А мы с вами пойдем вот в ту сторону. Выпечка номер 1. Самая хорошая кондитерская, очень вкусная у них выпечка. В Москве есть филиалы, девочки. Кто живет в Москве, обязательно попробуйте выпечку из этой кондитерской. Осетинская церковь. Смотрите, какая красивая. Самая большая церковь у нас в городе. Извините, что качаю камеру, девчонки, иду очень быстро. Смотрите, как красиво. Проходим мимо домов частных. Жалко, что вам не видно там внутри, но у меня просто нет столько времени, девчата, туда пройти, показать вам. Вот такие вот, видите, дома. И вот оно, здание детской больницы. Это Республиканская детская клиническая больница. База медицинского института. В мое время сейчас это медицинская академия. И вот здесь вот у нас проходила основная часть наших занятий. Сзади, вот между деревьями, вам, скорее всего, плохо видно, это хирургические отделения. Вот оно, это старое здание. Вот сюда мы ездили 6 лет. Сюда и в другие больницы. Сейчас вот напротив прямо частная клиника, как видите, семейная медицина называется. Вот это здание прямо рядом с детской больницей. Станция переливания крови она называлась раньше. Сейчас это служба крови. Служба крови, видите? Вот это что за здание, друзья? Я не знаю. Что-то новое уже построили. Ну вот напротив, видите, ортопедический салон, аптеки. Что-то здание вот прям новое строится, видите? Еще даже, по-моему, оно не сдано. Смотрите, какая красота. И рядом с этим зданием 4-я поликлиника взрослая. Огромное количество лабораторий вот на этой стороне. И в одной из них я сейчас и иду. И вот постараюсь вам показать. Наверное, нет. Попробую вам показать поликлинику, но не знаю, за деревьями ее практически не видно. Вот здесь 4-я поликлиника взрослая, здесь занимаются студенты медучилища очень часто. И вот рядом Республиканская клиническая больница, РКБ. Вот где я нахожусь, девчонки. Дома, 34-й микрорайон. Вот, и лаборатории. На проспекте Мира, прямо в самом начале, Горский государственный аграрный университет. Раньше он назывался сельскохозяйственный институт. И вот здесь сейчас с вами повернемся на проспект Мира, центральная улица города. Самая красивая улица, старинные здания. Смотрите, какая красота у нас. Очень жаль, что нет солнца. И, наверное, жаль, что еще светло. Не горят огни. Смотрите на шикарную надпись. Сейчас мы с вами немножко проедемся, наверное, на трамвае, потому что просто, знаете, нескончаемо. Можно гулять и гулять. Если получится, то один вечер прям специально приду сюда, девчата, и покажу вам проспект вечером. Вот, посмотрите, какая красота. Я когда-то вам показывала уже проспект Мира в предыдущих видео, в предыдущих своих приездах. И тогда перед многими зданиями были пристройки.
То есть кафе пристраивали, там какие-то ресторанчики, еще что-то, магазинчики. И, конечно, выглядело это ужасно. Не знаю точно, друзья, с какого года был принят указ, чтобы все вот эти пристройки были убраны и здания привели в первозданный вид. Вот это все, смотрите, это все старинные здания. Не знаю, сколько им лет, но точно прям сотни. Как видите, вот здесь, вот смотрите, вот это все горит по вечерам. Вот видите, огоньки, не видно вам между деревьями. Так, может, видно сейчас. Вот видите, вот это все огни. Вот они, видите, лампы. Вот так, может быть, видите, на деревьях лампы, они все горят ночью. Просто шикарный вид, красота. Может быть, приеду обязательно. И мы с вами здесь вечером тоже прогуляемся. Друзья, я решила выйти из трамвая. Сейчас вам скажу почему. Потому что из окна трамвая снимать просто невозможно. Вот здесь у нас раньше был детский мир. Смотрите, вот это огромное здание, по-моему, 3 или 4 этажа там было. И это просто необыкновенный был магазин. Можно было там часами зависать, разглядывая игрушки. А на верхних этажах продавалась детская одежда. Не помню, на котором этаже, на 2-м или на 3-м одежда продавалась. Если кто-то помнит, то напишите, пожалуйста, девчата. Вот здание очень старое, конечно, его отремонтировали, обновили. Оно выглядело совершенно по-другому. Вот посмотрите, сейчас здесь отель Александровский и ресторан. Но в свое время это был любимый магазин всех владикавказских детей. Посмотрите, как красиво. Вот здесь напротив, прямо все здесь было в пристройках. Вот это вот тротуары все были заняты. Выглядело это ужасно. И честно вам сказать, я прямо очень довольна, что все это наконец убрали. Ну, обычные все магазины. Вот этот вот магазин, где сейчас написано Burger King, это был раньше продуктовый магазин. Он работал 24 часа. Мы жили недалеко отсюда, ходили в этот магазин за шоколадками. Здесь продавались шоколадки со сгущенкой. Если кто-то помнит, обалденнейшие шоколадки. И вот мы по вечерам сюда приходили с мужем за шоколадками. Ну и, конечно, площадь Ленина. Вот посмотрите, памятник Ленину здесь. Вот. Рядом вот там дом офицеров. Он, как видите, находится в аварийном уже состоянии. Видимо, ремонт будут делать или еще что-то. И прямо напротив нас это русский театр. Прекрасный русский театр. Здесь фонтан тут же на площади. Как видите, не работающий зимой, работает только летом. Вот. И вот это площадь Ленина. Обратите внимание на вот те дома старые, шикарного цвета. Они, видите, разукрашены в разные цвета. Разноцветные, очень красиво. Просто посмотрите, как красиво здесь. Улица Куйбышева напротив нас. Вот, ну что, давайте хотя бы остановочку пройдем пешком, да? Реклама фото-выставки. Посмотрите, русское зарубежье. Вот здесь указаны имена писателей, в общем, деятелей искусств, писателей, как видите, композиторов. Вместе с фотографией, в общем, красиво. Это издательство, книжное издательство «Ир», наше очень известное издательство.
какое-то здание ремонтируют, как видите. Я забыла, что здесь было, друзья, вот кто помнит. Я помню, что здесь везде были магазинчики. Вот. А что было в самое последнее время? Вот посмотрите, там что-то ремонтируют уже. Вот. Объекта федерального значения. Так, что это, не знаю. Вот на той стороне краеведческий музей, если я не ошибаюсь. Так, девочки, или... Сейчас мы с вами найдем. Вот здесь вот краеведческий музей. Вот это, по-моему, нет. Вот это книжный магазин, вот это здание книжный магазин, по-моему. А вот это вот краеведческий музей. Да, вот так. Вот эти тоже, посмотрите, старые какие здания. Все они реставрируются. Да, по-моему, вот тут краеведческий музей. Так, девчата, кто помнит? Подсказывайте. Подсказывайте, кто помнит. Гостиница «Империал». По-моему, здесь всегда была гостиница. Всегда была гостиница. И очень хороший здесь был ресторан. В свое время был один из известных ресторанов. Вот. И там внутри, не помню название, но вот ресторан там, такой сад-ресторан. Да, ой, стоп. А внутри сад-ресторан, точно. Вот там внутри был сад-ресторан. Так и назывался, сад-ресторан. Вспомнила. Видите как? Не совсем я уже... Ну, здесь магазины с той стороны. Магазины. Очень известный продуктовый магазин вот тут вот был на углу. Конфеты там, знаете, вот всегда бегали сюда за конфетками. Почему-то, не знаю. Наверное, здесь они были самые вкусные, может быть. Вот. А сейчас здесь такой вот, типа, небольшого универсамчика, видите? А нет, только косметика. Неотъемлемая часть нашего города – это голуби. Правильно делает, пусть кормит. Всегда бабули кормили здесь голубей. Смотрите, вот на эти здания, конечно, ну, обидно, но красиво, реставрируется. Приятно то, что идет реставрация. Ну все, друзья, дальше не пойду. Просто покажу вам, смотрите, красоту. Вот там впереди, где написано 2024, раньше был кинотеатр «Октябрь». К сожалению, его сейчас нет. И там, по-моему, просто пустое место. Стоянку, что ли, делают или что. Но в этом кинотеатре побывали мы все. Вот. И с левой стороны от этой площади было военное училище. Сейчас мы с вами пойдем вот туда. Так, что это за здание? Что-то за здание какое-то. Не помню. Не знаю, забыла. Так, идем в сторону парка. Уже огни горят. Жалко, что на проспекте не горят. Ну, посмотрим. Мы с вами сюда обязательно вернемся. Ресторанчик с таким шикарным названием. Каждому по факту в жизни нужен чебурек. Выставочный зал, друзья. Живая музыка там. Фотовыставка идет. Смотрите, какое красивое здание. А вот там уже новое здание. Вот это современное. И вот, друзья, мы входим в парк. Я вижу его впервые вместе с вами. Посмотрите, как красиво здесь. Здесь раньше был зоопарк. Вот здесь, прямо где-то недалеко. Я не знаю, есть ли он еще. Возможно, нет. Потому что он был в не очень хорошем состоянии или в очень нехорошем состоянии. Вот
Это парк взрослых. А вот там, кстати, мы сейчас с вами подойдем, наверное, вот в тот парк сначала. Это детский парк. Сейчас поближе подойдем туда. Здание пиццерии прямо возле детского парка. Самое место, конечно, для пиццерии, где еще пиццу покушать, как не во время прогулки по парку. И вот посмотрите, какой шикарный парк. Колеса не было. Это что-то вот не очень давнее. Ну, может быть, и давно поставили. Просто я здесь не была, друзья, много-много лет. Имейте это, пожалуйста, в виду. Ну и вот, смотрите, детский парк. Колесо обозрения детское. Не очень высокое, но с ангелочками. И детский парк. Здесь, если честно, раньше была только вот такая карусель. Правда, побольше. Большая очень такая карусель. Вот. И было несколько этих качелей. Вот такие вот были небольшие качельки. Вот такие гуси-лебеди тоже, по-моему, ну, похожего типа были качели. Сейчас, как видите, масса развлечений. Это, видимо, тоже работает только летом. Так, кто-то мне звонит. Так, подружка моя звонила. Идет мне навстречу. Ну, вот вам покажу. Вот видите, вот такие развлечения здесь. И вот там, туда уже тоже очень много развлечений для детей сделали. Прям продлили детский парк. Просто шикарно. Беседка здесь старая. Можно... Вот там что-то, какая-то платформа. А что там такое, я не знаю, девчата. Вот, видите, какая-то платформа. Но что это, я не могу вам сказать, не знаю. Ой. Уже не буду так далеко идти, но, в общем, понятно, да, что масса вот таких детских развлечений. Карусели, качели. Приходи и радуйся. Не знаю, во сколько зажигаются огни на этом мосту, но я просто представляю себе, как это красиво. И вы себе это представьте. Мы идем через мост, через реку Терек. Молодой человек нас развлекает серенадами. Где-то подружка моя вон идет навстречу мне. Смотрите, сверху вот это все горит вечером. Гостиница Владикавказ. Самая большая гостиница. Шикарная. Река Терек. И Суннитская мечеть, в которую мы часто бегали на свидание. Сейчас, мне кажется, это активная мечеть. Раньше это был просто музей. Можно было зайти, посмотреть. Я прям задыхаюсь. Вот, девчата, мы зашли вовнутрь, в пиццерию, заказали пиццу. Я задубела, как цуцик. Это вот пиццерия возле детского парка. В общем, дальше не пошли. Залезли, греемся. Мы еще не успели сфотографировать. Это наша первая пицца. Огромная, просто огромная. Жанчик, привет нам скажи. А это наша вторая пицца. Вот, смотрите, какая прелесть. Жалко, конечно, что, как я уже несколько раз сказала на видео, жалко, конечно, что свет, что так светло, и нет, огоньки не горят. Везде, везде, вот видите, фонарики висят. А вот в этом здании всегда был шахматный клуб, да, Жанчик? Вот тут всегда, и он и сейчас там, вот там всегда собирались мужчины. А еще вот, видите, в бильярд играют, собирались всегда там мужчины такого возраста. И вот играли в шахматы, и до сих пор.
Вот там внизу летний театр. А вот это что за белое здание, Жан? Там тоже что-то было. Ничего там не было. Сейчас там администрация была. Вот там? Да. Нет, вот то вот. Да? Ну, там была администрация. Я думаю, что и сейчас там администрация. Видите? Вообще, конечно, Жан, вот я первый раз вижу парк вот в таком состоянии. Вот асфальт, вот это все. Это же, ну, хотя я, честно сказать, давно здесь не была. Последний раз, когда я здесь была, это все было в стадии ремонта. Это сделал все Битаров, которого мы скинули. Ну, хоть что-то хорошее сделал. Нет, Битаров очень много сделал хорошего. Ну вот, видишь. Ну вот, видишь как. Смотри, цветов сколько посадили. Вот сейчас тюльпаны вырастут, какая красота будет. Очень много скульптур. А где ресторан «Нар» тут? А вон его снесли, на его месте поставили. Чайник, да? Чайник, да. А вот это что, просто беседка? Ты-то не помнишь, эта беседка есть? Помню, да. Да, просто Беседка. она. Это мостик такой. Помню, помню, да, прям да. над рекой он стоит. Этот. А здесь вот фонтанчики везде сделали. Фонтанчик. Ну, очень красиво. И самое главное, посмотри, как чисто. Ну, да. Ни одной бумажки, нигде ничего. Мусорок я тоже. А, нет, вот есть мусорки, есть. Что-то я вот это только сказала, что мусорки не вижу. Мгм. Вот, посмотрите. Вот этот остров всегда был посреди этого, как он назывался? Да, да, да. Посреди озера, ну как пруда. О, не озера, а пруда. А чего воды нету? Они ее... Они спустили, ил убирают. А, Соль вот. напустят опять, да. И всё. Там же ила сколько было. Да. Вот все, видите, каналы, все это без воды сейчас, все спущено. Вот видишь как, все это почистят и будет чистенько, красивенько. Тут летом прям сквозняк такой бывает, тут вообще даже люди Ну да. стоят, сидят. Вот именно здесь у нас сквозняк был. Да. Не переживайте, вы не на ютюбе. Влюбленная парочка сидит. А мы их застукали. Здесь на лодках катаются летом. Катамаранчики. На вот. катамаранчиках, да. Вечером особенно. Молодежь балдеет всегда. Ну да, я вот себе представляю, как здесь летом. Огни, зелень, все. Вода, музыка, светомузыка. Цветы. Всегда птички поют. Сейчас слышишь, птички поют? Слышу. Да, слышу, правда, да. Вот видите, вот этот островочек тоже посреди озера, пруда всегда бывает. Я его озером называю, пруд это. Ну вот смотрите, вот здесь тоже большой фонтан бывает. И вспомнили мы название, вот это было училище МВД. А я шла и говорила военное училище, но не помню какое. МВД, вспомнили. А вот это финансовый техникум, да, Жан? Который? Вот этот же был раньше финансовый техникум. Ну да, сейчас он уже не финансовый техникум, сейчас это архивы МВД. Архивы МВД. И это самое училище МВД тоже здесь уже нету. Сюда мы вышли. Вот здесь раньше был финансовый техникум, а вот тут, то, что я вам говорила, было военное училище, училище МВД, мы вспомнили. Сейчас там училища нет, а здание находится в стадии ремонта. В общем, неизвестно, что там будет. И вот прямо напротив нас должен был быть кинотеатр «Октябрь». Кинотеатр «Октябрь». Да, который снесли. Гергиев обещал построить. Увы. Ну да. Увы. Так красиво у нас. Вот эти дорожки хоть сделали. Мне больше всего нравится, что наконец-то убрали вот эти пристройки со зданий. Вообще, какое уродство было. Так, девочки и мальчики, кто давно не был во Владикавказе, вот вам показываю. Здание обкома, все на месте. Никто никуда не уходит.
А вот это что у нас, Жанчик, было? Здесь тоже какой-то этот был. Арбитражный суд. Во, арбитражный суд. И на месте кинотеатра сделали небольшой парк. Скверик. Да. Мы идем на остановку. Большой скверик. Посмотрите. Посмотрите, как чистенько, красиво. Вот здесь у нас парады проходят. Здание правительства, обком, партии. И мы здесь всегда проходили на 1 мая демонстрации, на 9 мая. Короче, это известная наша площадь. Отсюда все разъезжались на Маевку. Карета Золушки, смотри, там супер. Сейчас я ее сфоткаю. Вот, мне кажется, вот это, товарищи мои, вот это Тургеневский сквер должен быть. Но видите, вот здесь вот ремонтируют тоже. Да, вот. Сейчас пройдем, подойдем. Там есть памятник, но видите, туда вот по грязи, короче, не хочется идти. Вот. Здесь поставили, вот может быть, Жан, вот мне кажется, вот там он. Нет, это там памятник, а это, по идее, он называется Камень слез. А там вот... Да, где-то вот тут вот он должен быть вот где-то на этой стороне Терека. Смотрите, какая беседка красивая на том берегу. И вот мне кажется, выход на набережную. Вот, смотрите, красота. Там внизу, как положено, торговая палатка. Вот, видите, вот там вот есть памятник, но это не то. Есть другое, наверное, место, которое я не вижу. Сейчас посмотрим. Армянская церковь. Армянская церковь. Вот она. А вот это что? Вот это просто дом, да? Это просто жилой дом, да. Смотрите, какой красивый дом жилой. Старый-старый. Ну, уже такой, знаете, не очень, как сказать, его почистить, покрасить было бы красиво. Вот. Вот это армянская церковь. И дальше, что ты говоришь, театр Вахтангова, да, Жан? Да, это был дом Вахтангова, и его восстановили, сделали там театр. Вот. Вот здесь не знаю, что, смотри, вот эти вот, что это такое? Это эти водозаборы, что-то такое. Ага, понятно. Ну, ясно. Тереком, Значит, управление Тереком. Но это точно, значит, не сквер этот Тургеневский. Это точно. Да. Вот посмотрите, лестницы делают вниз, и пойдет дорожка прямо в Центральный парк. Вот туда можно будет пройти вдоль набережной и прямо в парк. И вот он, дом Вахтангова. Вот видите, вот и вывеска сбоку. И там проходят вечера, литературные вечера. В общем, всякие вот такие культурные мероприятия. Да. Вот смотрите, как красиво. Фонари красивые, скамеечки. Родился Евгений Багратионович Вахтангов, выдающийся деятель советского искусства, 1 февраля 1863 года или 83 года. Экспозиция, там воссоздан покой семьи Вахтанговых. Здесь у нас кофейня и арт-кафе. В арт-кафе проходят творческие вечера. Вот с афишей можете знакомиться здесь, либо в бумажном формате. Спасибо. Пожалуйста. Очень приятно. Как классно. У вас Вход бесплатный, девушка? Нет. Платный, 300 да? рублей самостоятельный осмотр, 540 с кредитом и льготы. Школьники, студенты, пенсионеры, военные инвалиды. Ну, с тобой можно прийти. А, вот здесь кассы, да. Посмотрите на эту красоту. Это экспозиция Владикавказские ворота, крепость Владикавказ.
Ну, понятно, да, что условно это. Памятник. Жанчик. Давайте посмотрим, что здесь написано. Зауг Бугулов, основатель осетинского поселения Зауджакау. Представляете? Зауджакау – это старое название города Владикавказа. Или осетинское название города Владикавказа. Когда говорят, что в шортах там в Чечне нельзя ходить из-за того, что они там мусульмане, нет, это именно кавказское восприятие. То есть у нас тоже, у нас же не мусульмане, а все, как я объясняла, это всего лишь 6%. Это восприятие, которое на Кавказе. А, вот, точно. Посмотрите, карта города в камне. Да. Даже улицы обозначены, река Терек обозначена. Посмотрите, как классно. Стадионы. Здесь улицы тоже, сама видите, инсталляция крепости написано. особо не имеет исторический характер. Супермаркет наш. Увидев этот наш, вы подумали, а что там особенного? А тыква на Истинском мясо будет. Есть, конечно, там что-то свое. Например, молочка у нас есть своя, там и березка, моя Осетия, деликат, все молочного продукта, там вот эти комплексы, они вот все больше и больше становятся. Ну вот, вышли мы на площадь Штыба. Потому что вино, вам скажу так. Сейчас вам покажу. И вот этот памятник герою, дважды герою Советского Союза Исеплиеву. Все там. В 1997 году, да, поставили памятник этот. Ой, я его потеряла. Вот он.